вами Супер Кабанус. В этот раз мы решили выпустить ролик о том, как в домашних условиях сделать классный, красивый формикарий для большой колонии мессеров. Стоп. Под домашними условиями мы имеем в виду квартиру, а не гараж или мастерскую. Да-да. Наша дружная колония прожила в своем формикарии целый год. О том, как все начиналось, вы можете посмотреть в наших первых роликах. Так вот, мы решили, что им стало тесно, и пора им освоить новый, большой, красивый домик. И мы поставили перед собой задачу, как сделать большой, красивый формикарий очень недорого. Для этого был приобретен обычный аквариум емкостью 15 литров за 500 рублей. Стала задача хорошо спланировать норки, чтобы наши объевшиеся мордочки там пролезли. Для планировки ходов был куплен пластилин общей стоимостью в 200 рублей. Мой коллега забыл сказать, что дырочки для вентиляции были проделаны в том же магазине, где и был приобретен аквариум, всего лишь за 100 рублей. Отверстий под вентиляцию было проделано 3. 2 с одной стороны, лицевой, так сказать, и одно с тыльной. В эту сумму также вошло изготовление дырочек в крышке формикария, еще 2 штуки. Сразу хочу отметить, ребята, не ведитесь на надписи на пластилине, не прилипает там, водостойки, ни к чему не липнет, это все полная лажа. В пластилине было абсолютно все. В первую очередь, разумеется, наши руки, ну и собственно все, к чему они прикасались в квартире. И уж тем более мы не могли подумать о том, что отодрать пластилин от стекла будет практически так же сложно, как отодрать от него силикон. Но об этом мы узнали, потом. Предварительную схему ходов мы нарисовали на листке бумаги. И затем, подкладывая эту схему под стекло, вылепили пластилин полностью по всему периметру аквариума. Формик, как вы уже догадались, будет гипсовым. И поэтому у нас встал вопрос, как его увлажнять. Для этого мы сделали снизу определенный запас толщины. Но у нас появился новый вопрос. Как же туда закачивать воду? Для этого в зоомагазине была приобретена трубочка стоимостью аж в целых 20 рублей, которую обычно используют для подачи воздуха в аквариум. Мы придумали мега-крутецкую систему увлажнения, и для этого в трубочке мы понаделали дырочки. Но, чуваки, это полная фигня, почему мы вам расскажем чуть позже. Но до этого нам казалось, что вы крутые и умные чуваки. Система предусматривала равномерную подачу по всей нижней плоскости формикария. Затем началось самое веселое. Мы взяли алебастер, ложку, чтобы его смешивать. Залили все в емкость, туда закинули воду и размешали, а потом начали заливать. Чтобы стекло не треснуло, мы заливали слоями. Залив один слой, ждали, пока он засохнет. После заливали следующий. Тут стоит отметить, что мы не ждали полного засыхания, поэтому интервал между слоями был где-то 45-60 минут. После этого мы пару дней подождали окончательного засыхания. Мы были очень сильно воодушевлены надписью на пластилине «Не прилипает к поверхности» и прям приготовились, что сейчас вытряхнем все это. Но, собственно, как вы уже успели увидеть по картинкам, нифига этого не получилось. Нас ждал постепенный процесс полной разборки аквариума, при этом надо было сделать это так, чтобы не лопнуло стекло. Мы прошли все стадии, от мата до смирения. Наша супер схема увлажнения предусматривала канавки для наиболее равномерного распределения жидкости по аквариуму. Нет, они не были лишними, они в итоге очень сильно пригодились, без них бы никуда. Собственно, сделали мы их обычной чайной ложкой. После того, как пластилин был извлечен, пошла обработка поверхности, потому как гипс все равно немножко раздуло. И если бы мы оставили все как есть, то аквариум не получилось бы склеить обратно ровно, остались бы зазоры в 2-3 мм. Для склейки мы использовали обычный аквариумный силикон. Взяли специально прозрачный, потому что поняли, что слишком аккуратно у нас вряд ли получится, и черным это будет просто жесть. Большая банка силикона обошлась нам в 250 рублей, и он нам еще очень сильно пригодится. Мы решили, что просто белый формик будет скучно и неинтересно, поэтому решили его покрасить. Попробовали разными способами, но в итоге остановились на одном. Мы обычную акварель развели в воде и при помощи кисточки начали
относительно равномерно наносить на гипс. Это заняло абсолютно немного времени, в принципе за ночь полностью просохло. Для дополнительного декорирования мы также использовали маленький пакет камней для аквариума стоимостью еще 50 рублей. Этими камешками мы закрыли трубку для увлажнения. На главном сайте всех любителей поколхозить что-то дома были куплены дополнительные элементы декора общей стоимостью еще порядка 50 рублей. Когда мы начали собирать наш формик, мы поняли, что затея с капельным орошением дна это полная ерунда. Поэтому между дном и блоком был оставлен зазор при помощи того же силикона, где-то порядка 1 мм, и сделаны дополнительные канавки. Отверстия для вентиляции были загорожены при помощи сеточек для обычного водопроводного крана, стоимостью опять же 2-3 рубля штука. В результате деньгами потрачено чуть больше 1000 рублей, времени потрачено 2 недели. В целом результат нас устраивает. На наш взгляд, этого формикария должно хватить на несколько лет. И как уже было сказано ранее, все это делалось в абсолютно домашних условиях, ни в гараже, ни в мастерской, и без использования специальных инструментов. Наверное, самый специальный инструмент это чайная ложка. Поэтому, если вам хочется для своих мурашек сделать что-то новое, интересное, необычное, не надо пугаться, ребят, просто берите и делайте. Вот эту вот горку с камешками, кстати, мы тоже заклеили обычным силиконом. Силикон наше все! Мы очень хотим услышать ваше мнение по поводу нашего проекта. Поэтому, пожалуйста, все свои замечания пишите к нам в комментарии. Мы с удовольствием их прочитаем и ответим на все ваши вопросы. Ну а на этом всем удачи и всем пока! С вами был Супер Кабанов.